Йойме, пира-лучница. Йойме, обладательница лука и элемента пира, в игре Genshin Impact отлично справляется с одиночными врагами. Чтобы раскрыть ее потенциал, необходимо выбрать оружие, артефакты, состав команды и таланты. В этом руководстве мы рассмотрим оптимальные билды Йойми, ее наиболее подходящее оружие и артефакты. Видео имеет тайм-коды для удобной навигации. Сильные стороны. Баф «Взрыв стихии». Взрыв стихии Йойми дает существенный баф атаке членам команды, повышая их общий урон во время битвы. Урон с безопасного расстояния. Обладая навыками нанесения урона издалека, Йойми умеет безопасно атаковать врагов с расстояния, что позволяет стратегически правильно выбрать позицию. Доминирование по одиночной цели. Ее специализация на поражении одиночных врагов дает ей исключительное мастерство в быстром устранении конкретных противников. Возврат материалов для крафта. Уникальная способность Йойми возвращать материалы при изготовлении предметов обстановки в чайнике безмятежности полезна и вне боя. Эксперт по нанесению пироурона. Обладая навыком нанесения пироурона, Йойми без труда запускает реакции первого порядка, внося значительный вклад в командные элементальные комбо. Простой геймплей. Ее простой игровой стиль хорошо переносится на различные платформы, что делает ее удобной для использования как на ПК, так и на мобильных устройствах. Слабые стороны. Ограниченность цели. Обычные атаки Йойми направлены исключительно на ближайшего противника, и у нее нет возможности выбирать конкретные цели. Неэффективность против нескольких врагов. Если против одиночных целей она эффективна, то против нескольких противников в одиночку ей приходится нелегко. Отсутствие личного бафа атаки. Баф атаки ее взрыва стихии не распространяется на нее саму, что сказывается на ее личном потенциале урона. Зависимость от артефактов. Йойми сильно зависит от полного набора артефактов по сравнению с другими героями, и смешанные сеты могут снизить ее эффективность. Одноцелевой элементальный навык. Ее основной источник урона через элементальный навык направлен только на одного противника, что требует от героев электроподдержки, таких как Бейдоу или Фишль, эффективно создавать реакции перегрузки, даже находясь вне поля боя. Понимание этих сильных и слабых сторон позволяет игрокам оптимизировать стиль игры Йойми, сосредоточившись на ее сильных сторонах и смягчив ее слабые стороны с помощью состава команды и стратегического геймплея. Основной DPS-билд. Лучшее оружие. Громовой пульс – фирменное оружие Йойми, идеально сочетающееся с ее стилем игры. Идеально подходит для роли основного дамагера или суп-DPS, но для билдов поддержки ей может больше подойти другое оружие. Оружие на замену. 1. Полярная звезда дает значительный прирост атаки, особенно эффективен в отрядах, лишенных бафферов атаки, таких как Биннет. 2. Аква-симулякрум обеспечивает стабильно высокий урон за счет значительного увеличения крит урона. Требует дополнительного внимания к силе атаки с помощью артефактов или баффов игроков поддержки и близости к врагам для получения пассивного эффекта. 3. Ржавый – исключительно эпический лук для Йойми, особенно на высоких уровнях возвышения, соперничающий с такими оружиями, как лук Амос и Небесное крыло. Усиливает урон от обычных атак в ее стойке. 4. Хамайми – свойство, присущее луку, увеличивает силу атаки владельца, что хорошо согласуется с тем, что Йойми использует обычные атаки для нанесения основного урона. Пассивная способность значительно увеличивает урон от обычных атак на 16-32% и урон от заряженных атак на 12-24%. Энергозависимый буст. При достижении 100% элементальной энергии эффекты пассивной способности увеличиваются еще на 100%, значительно усиливая наносимый урон. Поскольку Йойми часто использует обычные атаки, лук Хамайми идеально сочетается с ее стилем боя, усиливая ее основной источник урона. Учитывая, что Йойми не так часто использует взрыв стихии, этот лук позволяет ей в полной мере использовать его пассивную способность, максимизируя потенциал урона в обычном бою. Лучшие артефакты. Воспоминания Симы Навы 4 части максимально увеличивает силу Йойми, предлагая значительное усиление ее обычных атак.
Однако при этом теряется эффективность взрыва стихий. Основные статы. Песочные часы, процент атаки. Кубок, пира бонус к урону. Корона, коэффициент крита или урон крита. Приоритетные субстаты. Крит урон, коэффициент крита, процент атаки, мастерство стихий, восстановление энергии. Этот основной DPS-билд оптимизирует урон Йойми, фокусируясь на усилении ее обычных атак и пироурона. За это приходится расплачиваться тем, что она не сильно полагается на взрыв стихии, что может ограничить ее полезность для персонажей, зависящих от баффа Йойми на процент атаки. Хотя набор «Отголоски подношения» потенциально может решить эту проблему, его случайный характер делает его ненадежным. Пиро-реакция DPS-билд. Лучшее оружие. Громовой пульс – фирменное оружие Йойми, идеально соответствующее ее игровому процессу. Идеально подходит для основных и суб-DPS ролей. Оружие на замену. 1. Полярная звезда дает Йойми значительный баф атаки, особенно эффективен в отрядах, где нет Беннета или других подобных баферов атаки. 2. Аквасимулякрум обеспечивает стабильно высокий урон за счет значительного увеличения крит урона. Однако она требует дополнительного внимания к силе атаки с помощью артефактов или баффов игроков поддержки, а также близости к врагам для получения пассивного эффекта. 3. Ржавый, исключительно эпический лук для Йойми, особенно на высоких уровнях возвышения, соперничающий с такими легендарными оружиями, как лук Амос и Небесное крыло. Усиливает урон от обычных атак в ее стойке элементального навыка. Лучшие артефакты. Горящая алая ведьма, 4 части. 2 части бонус, пира урона плюс 15%. 4 части бонус. Увеличивает урон перегрузки, горения на 40%. Увеличивает урон испарения и таяния на 15%. Использование элементального навыка увеличивает эффекты набора из 2 частей на 50% на 10 секунд, максимум 3 стака, разблокируется только в отрядах, играющих от реакции. Примечание: Йойми может получить только 1 стак. Основные статы. Песочные часы, процент атаки. Кубок, пира бонус урона. Корона, шанс крита или урон крита. Второстепенные статы. Восстановление энергии, крит урон, коэффициент крита, процент атаки, мастерство стихий. Этот билд пиро-реакции использует обычные атаки Йойми, усиленные пиро, благодаря ее элементальному навыку. Хотя этот билд немного уступает по урону набору Симы-Навы, он лучше всего проявляет себя в команде, состоящей из перегрузки или испарения. Этот билд также позволяет чаще использовать ее способность «Взрыв стихий». Как использовать Йойми? 1. Используйте элементальный навык, чтобы получить пиро-урон. Огненный танец Неваби. Активируйте этот элементальный навык, чтобы на короткое время наделить обычные атаки Йойми уроном от пира. Используйте его часто, чтобы максимизировать потенциал урона от обычных атак. 2. Используйте взрыв стихии для получения урона по области и баффа для команды. Взрыв стихии Камнелом Карюкин. Высвободите взрыв стихии Йойми, чтобы нанести окружающим врагам пироурон по области. Кроме того, он помечает одного противника золотым сиянием. Если пассивный талант Йойми «Летняя заря» разблокирован, он увеличивает атаку на процент для других членов команды. 3. Понимание работы золотого сияния. Золотое сияние отмечает врага, пораженного взрывом стихии Йойми. Когда любой член команды, за исключением Йойми, атакует отмеченного врага, это вызывает пироурон по области. После победы над отмеченным противником метка «Золотое сияние» переносится на другого врага поблизости. Ротация. 1. Предварительный бафф союзников. Активируйте баффы и способности союзников, чтобы повысить эффективность Йойми, прежде чем переключиться на нее. 2. Активируйте элементальный навык и нанесите урон. Переключитесь на Йойми и используйте ее элементальный навык. Сосредоточьтесь на нанесении урона обычными атаками до тех пор, пока элементальный навык не уйдет в режим отката.
3. Активируйте взрыв стихии и помогите союзникам. Активируйте взрыв стихии Йоймии и переключитесь на других членов команды. Атакуйте врагов, помеченных золотым сиянием, чтобы получить дополнительный урон. 4. Активируйте способности поддержки и повторите цикл. Когда все способности поддержки будут готовы, активируйте их, вернитесь к Йоймии и повторите цикл с шаг 2. Общая стратегия. Геймплей Йоймии строится вокруг циклического использования элементального навыка и взрыва стихии, а также поддержки союзников баффами и взрывом стихии. Очень важно синхронизировать ее способности со способностями команды, чтобы максимизировать урон и синергию. Овладев мастерством Йоймии в Genshin Impact, вы сможете значительно улучшить свой игровой процесс. Не забудьте подписаться и нажать кнопку «Лайк», если этот гайд был вам полезен. Посмотрите на нашем канале более подробный анализ персонажей и стратегий для господства в Тейвате. Продолжайте оттачивать свое мастерство, и пусть ваши приключения в Genshin Impact будут ярче, чем когда-либо прежде.